Привет, двоечки. Сегодня у нас расклад «Новая глава твоей жизни». И еще раз повторюсь, если я говорю в раскладе, что первый вопрос — это сигнификация, то не выбирайте камешек, не выбирайте там чего-либо, только по сигнификации. То есть первый вопрос у нас — что сейчас в твоей жизни творится? И если я рассказываю про тебя, значит расклад твой, независимо от того, какой камешек. Потому что сегодня ты можешь быть в первом варианте, завтра во втором, послезавтра в третьем, а потом там вообще тебя нет, да? И обязательно приходите в проживание арканов, потому что скоро он станет доступен не для всех. Поэтому кто успеет, тот успеет. Ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии. И я думаю, что давайте начнем наш расклад. Итак, двоечки. А что сейчас в твоей жизни творится? Ну, у тебя очень мощный период сейчас. Ты сама чувствуешь, что внутри как будто ожило все. Утром встаешь без вот этого тяжелого ощущения, да? Голова быстрее работает, идей слишком много, а не ноль, да? У тебя этап такой начался, когда ты вот наконец-то позволяешь себе хотеть по-крупному, а не по минимуму. Ты уже не про вот это вот выжить, да? Ты уже про вот это жить нормально. Ты сейчас за одну тему схватилась, которая, которая в голове сидела давно. Это свое дело, но это свое дело вот как будто вот свое дело в интернете, свой блог, вот новая работа в сфере. То есть суть, что ты вложилась туда по-настоящему, мозгами я имею в виду, эмоционально. И ты не просто там читаешь и мечтаешь, ты уже делаешь. Там первые посты, там первые клиенты, возможно, первые деньги. То есть именно от того, что тебе нравится, а не от того, что тебе надо делать. И на этом фоне у тебя вот вырос уровень, как сказать, вот этой радости от обычных мелочей. То есть ты вот по-другому смотришь на себя уже в зеркале. Больше улыбаешься, легче относишься к словам чужим. То есть появилось такое ощущение, что жизнь как будто она снова твоя, а не чья-то чужая. Инструкция, конструкция и так далее, куда ты случайно попала. Да, нагрузка уже есть. Ты сейчас много думаешь о будущем. Много планируешь, даже устаешь. Но это, знаешь, не такая усталость, я вымотана, да, и все. Нет, это приятная усталость. Как вот после нормального дня на приятной работе, а не как его, выжатость, да? Чуть матом не сказал, извините. То есть ты сейчас прямо вот в точке старта, когда и энергии хватает, и глазки у тебя горят, и страх уже не твой главный двигатель. Сейчас ты четко понимаешь, чего ты не хочешь, и начинаешь нащупывать, чего ты хочешь. Тавтология, но в кураптоновском языке так положено. И знаешь, самое главное, ты перестала ждать вот этого не вирусного, а вот, как сказать, вот этого одобрения поганого от других. То есть, у тебя, ты как до этого, я объясню. Вот смотри, ты раньше как? Подружки скажут: «О, молодец», и ты начинаешь двигаться еще лучше. Или не обязательно подружки, а от кого-либо. И вот это поганое одобрение, ты перестала его ждать.
Ты все это двигаешь не потому, что кто-то сказал там «давай», да, а потому что внутри щелкнуло, что хватит ждать, делаю. И вокруг уже начинают это замечать. Кто-то интересуется, да, кто-то слегка завидует. Ну а как без завистников ты хотела? Кто-то не верит, что у тебя получится. А ты продолжаешь, потому что что? Потому что ты дедова внучка, и ты молодец. Ты сейчас, знаешь, в очень крутом моменте, когда жизнь, она реально разгоняется. Это не какая-то там иллюзия и не какой-то там короткий всплеск в мозгах, да? Это нормальный живой старт новой линии. Вот главное сейчас, знаешь, не съехать обратно в привычку все откладывать. Поэтому приходишь в проживание, потому что ты двоечка, тебе это обязательно, и в маге начинаешь раскручивать вот это все дело. Какая, какая новая глава твоей жизни наступает? Ну, знаешь, тут все начинается по-взрослому. Вот новая глава у тебя, она не про вечный поиск себя, а про то, что у тебя появляется уже нормальный вот этот фундамент устойчивый. То есть ты входишь в такой период, когда ответственность станет больше, но и отдача вырастет сильно. Понимаешь? И ощущение такое будет, что на плечи положили много, да? Работа, деньги, дом, родня, какие-то дела. Но это не чужие задачи. Это уже твоя взрослая жизнь, независимо от того, что тебе уже 60 лет. То есть, ну, повзрослела ты в 60 лет, что поделаешь? Понимаешь? И ты придешь к тому, что у тебя вот свой доход не будет на уровне кое-как, да, перебиваюсь, а на уровне таком, когда ты свои вопросы спокойно можешь закрыть. И моменты такие, знаешь, пойдут, где нужно принимать решения вот по очень крупным тратам. Это, например, там жилье, ремонт, техника какая-то, может, помощь семье, да, какая-то крупная помощь. И ты будешь справляться. Вот это важно. Это меня услышь. То есть ты не будешь играть в спасателя всем подряд, а выстраивая будешь так, чтобы вот в первую очередь была закрыта ты, ну и твой дом. И знаешь, в этом новом периоде очень ярко идет тема семьи. И тема семьи, она вот, я не знаю, как это сказать, вот в широком смысле этого слова. Кто-то из близких сильнее войдет в твою жизнь. Вы начнете больше общаться, больше друг друга поддерживать. Не вот это драматично, да, а стабильно. Общие посиделки, обсуждение денег, планов, там помощь детям или там старшим, да. Ты прям вот окажешься в центре вот этой движухи. И будет ощущение, что ты на себе много несешь, но при этом ты будешь понимать, ради чего ты это делаешь. У тебя появится чувство, что ты при деле, да, что ты на своем месте, а не в воздухе болтаешься, понимаешь, как колбаска-сосиска. И знаешь, один момент важный. В новой главе ты перестанешь хвататься за вот эти случайные получки, не получки, а заработки и проекты страны. То есть у тебя выстроится нормальная структура, стабильная, понимаешь? То есть основа и дополнительные штуки, которые приносят не только деньги, но и удовольствие. Что делать, зная вот это все? Ну, знаешь, что тут прям все четко. Тебе нужно перестать в этом режиме жить, лишь бы выжить, лишь бы там дотянуть до завтра. И начать нужно относиться к себе как к человеку, который строит дом своей жизни, а не вот эту временную палатку возле подъезда. Вот начни с простого. Деньги свои распиши, свои цели распиши, свои желания только по-честному.
Не вот в этом стиле, который все любят, да, ну посмотрим, а вот конкретно. Сколько тебе нужно, на что ты хочешь потратиться, что хочешь улучшить там дома, да, в быту вообще, во внешности, в здоровье и так далее. И дальше начинай вот эти пункты закрывать по одному, не разбрасываясь. То есть перестань сливать энергию, деньги на там лишних людей, ненужные подарки, пустые встречи. То есть все, что ты вкладываешь, оно должно либо тебя радовать, либо укреплять твою базу. Третьего не дано. А дальше, конечно, внимание телу и здоровью. Никаких вот этих подвигов героических, просто нормальный человеческий режим. Сон не позже 23 часов. Ну, я имею в виду 23 часа по времени. Еда нормальная, а не кусочничество. Движение, там, врачи. Ну, то есть, где давно пора уже к врачам обращаться. Потому что ты в этап сейчас входишь, когда организм, он будет благодарить за заботу, причем очень быстро. И чем лучше ты будешь относиться к себе, тем больше сил у тебя будет на все остальное. Плюс не забывай про атмосферу вокруг. То есть наводи порядок там в вещах, в документах, в мелочах, в круге общения. Убери лишнее. Да купи то, что реально жизнь облегчает. Это может быть там техника какая-нибудь, посудомойка, да, мебель, посуда нормальная, там рабочее место удобное. Ты через вот такие простые вещи, знаешь, почувствуешь, что у тебя есть своя территория, где тебе спокойно, где тебе безопасно. И знаешь, еще один момент. Рядом с тобой человек будет. Он будет постарше, ну или просто мудрее, да, чем те, с кем ты крутилась раньше. Это человек, не обязательно мужчина, это может быть и женщина. Он может быть или близкий старший, который искренне за тебя топит, да, и твоя задача не отнекиваться, а поддержку принимать. Не влезать в зависимость, а спокойно опираться там, где тебе реально он жизнь облегчает. Или она. Понимаешь? Ты не должна тащить все одна, ни в коем случае. Тебе, знаешь, можно и даже нужно жить так, чтобы рядом были люди, с которыми тепло, надежно, без игр, без масок и тепло, комфортно. И тогда вся вот эта история с новой главой, она сложится у тебя не в этих словах, да, просто не в теории, а вот в реальности. И, конечно же, помни, что я с тобой рядом.